Всем привет! Сегодня я расскажу, как связать вот такую симпатичную шапочку для младенца от 0 до 3 месяцев. Она подойдет малышу. Эта шапочка связана из пряжи катон и акрил. Я, к сожалению, не помню название пряжи. Здесь метраж идет где-то на 50 метров, на 50 грамм, 160 метров пряжа. Это детская пряжа. Она очень мягкая, хорошая. Можете брать пряжу Газал Baby Cotton, мне очень нравится. Там идет 50 грамм на 50 грамм 175 метров. Тоже очень хорошая пряжа для малыша. Очень хорошо подойдет. Вот. Сейчас я вам расскажу поэтапно, что мы будем делать. Я вам покажу, как набрать петли обычным способом и соединить их по кругу, и потом будем вязать шапочку. Сначала свяжем 6 рядов резинкой 1 на 1. Потом будем вязать узор. Узор я вам оставлю для скачивания под видео. А потом будем убавлять макушку, провязывать макушку. Все, приступаем. Я начну вам показывать на Газал Baby Cotton, как набирать, сколько набирать петель и как вязать резиночку на шапочку, а потом сам узор и как макушку формировать покажу уже на уже начатой шапочке. Вот с таким узором будет шапочка красивая. Так, 72 петли нам понадобится набрать на шапочку 0,3 месяца, так как раппорт узора составляет 12 петель. Ссылку на схему я оставлю для скачивания ниже под видео. Набор петель обычным классическим способом. Так, заводим вот так вот на пальчике, одеваем ниточку, чтобы край нитки, так, смотрите, вот край нитки, вот он был, вот край нитки на большом пальце был, а от клубочка на указательном. Заводим спицу и вот так сначала из-под низу мы заводим. Раз, вот у нас уже 2 петли. Дальше будет по одной петле. Так, снизу с большого пальца, потом снизу из-под указательного и проводим в эту дырочку из-под большого пальца. Все, затянули. Сильно мы не затягиваем, а то потом будет сложно вывязывать петельки. Так, еще раз покажу. Вот так. Так, я думаю, вам понятно. Очень просто. Итак, набираем 72 петли. Я к вам вернусь, когда наберу 72 петли. Так, мы набрали 72 петли и последнюю еще 73 для того, чтобы замкнуть в круг наши набранные петли, потому что мы будем вязать шапочку по кругу. Нам нужно сначала распределить все эти петли примерно одинаково на 4 спицы. Мы это делаем таким образом, что так 72 петли, 73 петли у нас. Вот так просто
Опа. Перебрасываем примерно. Так, мы распределили по 18 петель и на одной 19 петель. И сейчас я вам покажу, как же замкнуть в круг набранные петли для кругового вязания. Смотрите, мы вот эту петельку, самую крайнюю, где нет ниточек, ведем сюда, а там, с этого края ниточку мы перебрасываем как бы через нее, вот так, опа, и отпускаем, и затягиваем вот этими ниточками, раз, затянули. Все, мы замкнули в круг наши петельки и можем вязать по кругу. Нам нужно связать резинку 1 на 1, то есть мы вяжем один раз лицевой, один раз изнаночной. Так, лицевая, изнаночная, вот, лицевая, изнаночная, и так вяжем до конца ряда. Все, я вам показала, как набрать петли, как сомкнуть эти петли в круг, и дальше будем вязать шапочку. Так, значит, нужно связать резинкой 1 к 1 6 рядов. Вот я уже здесь связала 6 рядов. Дальше я буду вязать на круговых спицах. Мне так удобней вязать. Вы выбираете способ вязания, какой вам удобно. Или на 4 спицах, или на 2. Мне удобнее на 2 спицах круговых вязать. Вяжем 6 рядов резинкой 1 к 1. И дальше будем вязать узор. Я уже провязала узор несколько раз. Мне еще нужно провязать два ряда с таким, еще раппорт узора один, и будем потом шапочку, макушку шапочки провязывать. Так, я еще раз напоминаю, что узор я оставлю под видео, где его можно будет скачать, ссылочку. А сейчас вам буду показывать, как его вязать. Так, он очень легкий узор, и мне нравится, как он смотрится на шапочке или в каком-то другом изделии. Он будет замечательно смотреться. Очень простой, красивый в то же время узор. Так, лицевая. Все лицевыми вяжется. Так, вот мы 2 провязали. Вот я такую же буду делать. Я с такими маленькими нахлестами, я не пользуюсь ни дополнительными спицами. Мне проще вот 1 или 2, если петли, так просто тут их зажать, провязать 2 петли, опять одеть эти петли и провязать. Опа, все. Дальше у нас повтор через 8 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, мы снимаем 2 опять петли, снимаем,
2 провязываем петли, опять эти одеваем и провязываем их. Все очень просто. Опять 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. И опять 2. 1, 2. Так. Две одеваем. Все, вот так вот получается. Все. Провязали. Дальше по раппорту идет 5 рядов просто лицевыми. И вернемся с вами. Я довяжу до убавлений шапочку и к вам вернусь. Так, я довязала. У меня получилось где-то 8,5-9 сантиметров. Вот эта вот часть шапочки. И сейчас мы будем убавлять петли для образования макушки. Так как у нас 72 петли, мы будем делить петли на 8 частей. Это получается по 9 петель. Хотите, можете воспользоваться вот этими скрепочками, чтобы визуально видеть, где делать убавление. Мне удобно подсчитывать. Начинаем. То есть мы, получается, будем убавлять 8-ю, 9-ю петли. Вместе провязывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы провязываем с наклоном вправо 2 петли. Вот так вот берем, провязываем. Все. И опять считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, сейчас пересчитаем, что правильно было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, я, наверное, пересчиталась. Раз. А не, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 8, 9. Опять мы провязываем вместе с наклоном вправо. Опять считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, опять убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петли мы убавляем. Так, убавляем. Опа. Так, провязываем 2 петли. Так. Следующий ряд вяжем просто лицевыми без убавлений. Итак, мы вяжем, пока на спицах у нас не останется 16 петель. И я вернусь к вам и покажу, что делать дальше.
у нас на шапочке осталось 16 петель. Так, мы еще раз последний ряд. Получается, уже каждые 2 петли убавляем, чтобы получилось 8 петель. Так. Так. Все, вот у нас осталось 8 петелек. Так, отрезаем хвостик. Оставляем чуть-чуть для завершения. Опа. Так, мы отрезали кончик. Сейчас будем сшивать макушку оставшуюся. Берем иголочку. Так. И просто собираем эти петли вместе. Вот так. Все. Пока не затягиваем. А теперь затягиваем. Вот так вот. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Осталось только спрятать ниточки. Сейчас вам покажу, как я это делаю. Если у вас свои способы многих, так еще раз завязываем и потихоньку вот так по кругу вправляем ниточку. Узелки мы не делаем, просто протягиваем несколько раз по кругу нитку и все. Тут ничего не видно, макушка аккуратная. Сколько хотите, можете 2-3 раза это вокруг ниткой пройтись. И все. И все хорошо держится, ничего не расходится. Можете 4, если боитесь. Так. Все. Отрезаем. Все. Макушечка готова. Макушечка готова. Сейчас мы эту нитку спрячем. Я тоже сейчас покажу, как я это делаю. Но тут лучше сделать небольшой узелок для верности, потому что здесь, чтобы не разошлось, вот так делаем узелок. Так вот. Хорошо затягиваем. А потом, сейчас мы еще для верности сюда проденем. И вот так вот иголочкой раз, 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 раз. Так. И сюда. Вот так вот. Вот. Раз. Если вам так неудобно, можете в каждую. Вот так. 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 И так. Все. И ничего нигде не видно. Все красиво.
Аккуратно, узелков нет. Все. Шапочка для малыша готова.